Привет, друзья мои! Ну что, я смотрю, я пропустил одно интересное ток-шоу, даже мини-ток-шоу, можно так сказать, с участием Надежды Савченко, Игоря Мосейчука и еще одного человека, неизвестного мне. І себе на ній піарить. І палець об палець не вдарити, щоб був результат реальний. Ви відчуваєте? В принципе, видео касается уровня экспертов, которых украинские СМИ приглашают к себе на эфиры. И это, знаете, это не касается 112-го исключительно канала. На других каналах, возможно, еще хуже. Сегодня на News One, допустим, я смотрел эксперта, который рассказывал такие банальности, что я смотрю, ну, в стиле там, Путин хочет контроль над всей Украиной. Я смотрю, слушаю, думаю, да это и так все знают, что ты мне это рассказываешь? Но теперь давайте посмотрим на то, как плющит этого неизвестного третьего человека. И вот этот человек приглашен туда, сидят два народных депутата, и этот человек. И этому человеку наконец-то предоставляют слово, его плющило, и он задает вопрос. Оскільки Надія Савченко знає, що я дуже давній її прихильник, написав багато блогів, я б цього разу хотів би абсолютно... Савченко его моментально срезает, извините, не знала. Ну, потому что, знаете как, есть много людей, которые считают, что их блоги все читают. Вот, по всей видимости, этот неизвестный относится именно к ним. Надія, я хочу вам пояснити і людям. Дивіться, от якщо людина каже, що він математик, він повинен знати цифри. Якщо він письменник, він повинен знати літери. Якщо він хірург... Ну и дальше много-много примеров такому. Я уже ждал, когда он закончит и перейдет, собственно, к вопросу. Потому что, ну для чего-то же его в эфир пригласили. Ведь что-то же он себя должен представлять. Я жив в нормальних країнах. І саме політики зробили ці. От за допомогою політиків. Без політики немає держави ніде в світі. Ну, я бы, конечно, поспорил с этим человеком, потому что я жил в нормальных странах и живу в нормальных странах. Если бы там людям сказали, что это политики создали вот это благоденствие, то люди бы хмыкнули. Я бы поспорил, но я не буду спорить, я не знаю, кто это. От ви, як людина, яка займається політикою, ви можете людям, от поясніть мені, в чому різниця між республіканцями і демократами? Ну, коротко, от ви це знаєте чи ні? То есть этого человека пригласили для того в эфир, чтобы он начинал экзаменовать Савченко в этом прямом эфире, задавать вопросы, ответы на которые известны любому дебилу. Если бы этот человек спросил меня, к примеру, а вот скажи мне, в чем отличие дерева от травинки? Я бы не ответил, потому что я не знаю, кто это. У мене декілька питань до вас. Да чи ні? Я це знаю. Ні, мене... людям поясніть в двох реченнях. Щоб люди зрозуміли, що ви це знаєте, а не брешете. В мене до вас тут... Стоп! Теж, Стоп! знаєте... Задумка мне понятна этого человека, сработана, не очень чисто, но задумка понятна. Прийти в эфир и подловить, смотрите, тупая, бля. Но только вот ради этого его пригласили в эфир, или может... Ви поводите себе як ганебний політик. Я вам задав запитання, ви сказали, що ви знаєте відповідь. Ви брешете чи знаєте відповідь? Ви хто? Ну вот, тот вопрос, который меня мучил с самого начала. Кто это? И что он делает в этом эфире, где два народных депутата? Кто это? Пробачте. Я художник. Иди рисуй картины. Ні, Азаров. Якщо ви художник, малюйте картини. Ну, ведь в точку, правда? И дальше начинается просто уже какой-то гон. Девочка! У нас картина маслом називається «Дівчинка очкує». Можна відповідь на питання? Ви автор? Послухайте, Я вам дала у вас є відповідь на питання. сміливість Я зараз вам відповісти на відповідаю запитання? як чистий політик. Но этот неизвестный продолжает требовать ответа на вопрос, чем отличаются республиканцы от демократов. Кстати, впоследствии Мосейчук, для того, чтобы подчеркнуть свой уровень умственного развития, расскажет в этом же эфире, чем отличаются республиканцы от демократов. Тоді скажіть мені, будь ласка, якщо ви не знаєте цю відповідь, скажіть, будь ласка, що таке Питайте в конвекція? Вікіпедії, Google вам на допомогу. Послухайте, що таке конвекція? Ви як льотчик повинна це знати. Це 6 клас. В принципе, на этом моменте этого неизвестного должен был остановить один из ведущих и сказать, что типа все, ну все, эти вопросы задаешь, там все. Тебе же тоже можно разные вопросы задать. Ну к чему это? Просто, окей, к чему это? Відкривайте, будь ласка, Вікіпедію і читайте. Ви не є, ви щойно сказали, що ви є художником, ви не є моїм екзаменатором і тепер я хочу пояснити тестером. нашим телеглядачам. Ну все, и типа поймал ее на том, что она не может ответить на вопросы, и дальше он объясняет, что видите,
Видите, какая она тупая? Поясніть. Ця людина не може відповісти на запитання для 6 класу. Ця людина не може відповісти на запитання, які на першому курсі. Кожен льотчик, вибачте, я вчився водити літак. Многостаночник какой-то. Дело в том, что он художник, который учился водить самолет, но при этом он участвует в этом эфире в качестве кого он участвует? Я вам дам відповідь, чим я відрізняюсь від вас. Я є в політиці, в мене є довіра народу, і я завжди буду вище вас. У вас немає на довіри голову і на народу. рівень. А ви як були ніхто, так ніким і залишитеся, і завжди будете виступати клоуном, щоб смішити людей. Надія, И здесь Надежда, как я понимаю, ударила по самому больному месту этого неизвестного человека, сказав о том, что он клоун. Его предназначение смешить людей. Тогда человек начинает парировать. Кто он? я Тести отримав IQ і 4 тести статті на психотести карного я проходила, від коли ваших була друзів. льотчиком. 4 статьи уголовного он уже получил. Это уже свидетельствует о том, что он не никто. Мы вас пригласили все-таки как политического комментатора, а не политического Так він художник чи экзаменатора. політичний коментатор? Ну, Де ви їх берете? Сергей Надя, известный а вы блогер, его летчик читают чи многие деп- люди. О, ведущая пояснила, зачем они притащили этого неизвестного в эфир, где два народных депутата. Потому что Сергей известный блогер. И его читают многие люди. Его блога я не нашел. Я нашел его сайт официальный и решил на него зайти. Так, заходим. Сергей Поярков. Видите, даже прорекламирую. Русский. От шиш ёпта. Не работает почему-то русская версия сайта известного блогера. Английский давайте. Ну, это банальная презентажка. Так. Давайте почитаем о нем. И когда закончился его творческий путь как художника. 2002 год. Выставкой в Москве. Запомним эту информашку. И, наверное, сайт просто устаревший, не той системы. И редакторы программы, которые притащили вот это вот в эфир, они, наверное, знают чуть больше о его этой творческой деятельности. Дальше немного рэпа от Савченко и Мосійчука. Ви торгуєте національними інтересами України, Надія. А тепер про те, Я що вважаю, що нам відбувається. негайно потрібно Треба шукати вихід із цієї припинити, ситуації. треба прийняти закон, Будапештським який меморандумом, заборонить, Будапештським який меморандумом, заборонить світових політиків. народним Але врешті-решт депутатам треба показати, України що українська влада несе не відповідальність за свої слова. представляти Що вона в є відносинах з бойовиками здібною чи на прийняття будь-ким. рішень, а не тільки на те, щоб Повноваження, просити що гроші в відбувається? МЗ. И вот уже новый блог, показали там новое предприятие национализировано на Донбассе. И опять спрашивают мнение этого человека. Что Дивіться. мы сейчас узнаем, что вы еще сделали. Значить, да, дивіться, и- давайте дуже спокійно. Я хочу взяти традицію Мосійчука і пояснити колишній льотчиці Савченко, що конвекція – це коли тепле повітря піднімається наверх. Какая, блядь, конвекция? Для чего вы пригласили этого эксперта, дельтапланериста? Ну, это же передача о другом, о серьезных вещах политических, которые волнуют всю страну. Какая конвекция? Ви збрехали в прямому ефірі. По-перше, на відміну від вас, я виграв багато міжнародних конкурсів. Ну вот, наконец, начинает проясняться, для чего этого человека приглашают в эфиры, для того, чтобы он задавал вопросы о конвекции и рассказывал о себе. Очевидно. Мої картини є в світових музеях. І в тому числі вони продавалися в Лондоні на аукціонах. О, если в Лондоне на аукционе продавались, тогда да. Давайте откроем Википедию. Он сам там посоветует открыть. Так, Поярков. Вот Поярков на Майдане. Ой, к сожалению, других версий на других языках нету о великом художнике. А ну-ка. 2002 год. Выставка в Московском музее современного искусства. Ну, я же говорил, в 2002 году закончилась карьера художника, как я понимаю, или что? Чому я Від тут Московського збрехала? музею до американського музею Циммерлі. Повірте мені, Я не є як цінувачем художник вашого я мистецтва, я значно його просто більше не зробив. бачила. Он великий художник, это уже очевидно. Если он есть в украинской Википедии, а там есть даже, наверное, любимые хомячки там, сына Порошенко, понимаете, с описанием их характера, то это, конечно, об многом свидетельствует, но просто что, к чему это в этой передаче? И зачем вы его притащили в нее? Це викривляється. Подивіться в Google, до який ви нас посилали, і порівняйте з собою. По-друге, в чому от є брехня? Поки я отримував 4 статті, Опять про 4 статьи, которые он получал. до речі, поки я вигравав міжнародні конкурси, ви п'яна лежала в кущах. Фу, приложил на лопатки. І Правду мені про хлопці себе. казали, що ви Якщо ви дезертир. хочете А, мені хлопці казали, это просто высший класс, знаете как. Мне хлопці про тебя такое казали. Хлопці, які воюють. Ви хочете сказати, що знов По-друге, збирали плітки? Собираете сплетни. Да при чем тут сплетни? Хлопцы казали, это никакого отношения к сплетням не имеет. Это лучший аргумент вот в таких вот эфирах, где два народных депутата и вот третье. А я, на відміну від вас, 4 статті карного
Якщо ви кодексу хочете отримав. поговорити Задолбал он с этими статьями, а? Поки я отримував 4 статті. Я тести отримав IQ і 4 тести на статті психотести, карного я проходила, від коли ваших була друзів. льотчиком. Ну, слава святым помидорам, наконец-то вклинивается ведущий Василий Голованов и попускает вот этого Кто он, эксперт, да? Я бы попросил все-таки вас держать себя в руках и помнить о том, что вы мужчина в первую очередь. Сергей, выдохните, пожалуйста, выдохните. Выдохните, Сергей. Но Сергей выдыхает не полностью. Хмара не вірить, що вона голодувала. Опять хлопці казали! Тільки виключно написати мені звернення на народного депутата з вашими проблемами. Чи то вони у вас психічні, чи то вони у вас фінансові, чи то вони у вас моральні. Минутка попуска от Савченко, а дальше он рассказывает, что он не рвется в политику, не рвется в политику. Но за 16 лет, которые он в Верховной Раде... Я не рвуся на відміну від вас. Я теж не рвалась. Послухайте, я за 16 років в парламенті зрозумів, як я багато не знаю. 16 лет в парламенте? Ви вже Все. були в парламенті? Я знаю цих людей 16 років. Вспомнил! Вспомнил! Ну, за 16 років я там я переведу. Он 16 лет ходит в парламенте. Ходит. Я думаю, где я его видел? В красных дебильных штанах и в этой вот кепочке. Он ходит в парламенте. Постоянно. Мы его видим постоянно в кулуарах. Вот где там идет какое-то интервью, на заднем плане промелькнул, он ходит, со всеми здоровается, всем подмигивает, со всеми там пытается поддерживать отношения. Он ходит 16 лет в парламенте. Ходит. І за А що 16 ви там років я робите розумію, 16 що років? треба вчитися. Тиняєтесь в А ви перед коридорах і тим, як ходите по туалетах? Для чого ви взагалі там читали ходите в цю книжок? Верховну Ви Раду? несете нісенітницю. Ви не розумієте Елементарні речі. Я вас ловлю на тому, що ви просто збираєте. Резюмируя, я не испытываю никакого пиетета к Савченко после ее интервью, в которых ее журналисты поймали на том, что поставили мою фамилию в одном ряду с другими фамилиями, а она купилась и сказала, с этими людьми надо разговаривать. Да не надо уже со мной разговаривать. Я не испытываю к ней никаких теплых чувств. Никаких, абсолютно. Но давайте говорить честно, кто ей оппонирует? Вот эти вот эксперты, вот такие вот эксперты, я, во-первых, не понимаю, для чего его притащили в эфир. Во-вторых, если ей будут оппонировать вот такие эксперты, она всегда будет на голову выше. Или специально так подбирают, или я не знаю, но она движется, к президентству, да? К слову, если вы вдруг не запомнили, то запишите. Поярков. Это между Ван Гогом и этим Мане.